Прайд львов уже сжимал круг вокруг беспомощной лошади. Она была привязана и не могла сбежать. Казалось, это конец. Но в последний момент произошло то, чего не ожидал никто. Палящее солнце выжигало африканскую саванну. Сухой ветер гнал пыль над мертвой травой, словно шепот древнего предупреждения. Под искривленным баобабом стоял изможденный жеребец, когда-то сильный и свободный, теперь едва державшийся на ногах. Его тело дрожало от усталости, дыхание было рваным, а глаза, прежде полные силы, потемнели от боли. Под копытами потрескавшаяся земля, запятнанная кровью. Вокруг пустота, ни помощи, ни надежды. Неподалеку стоял человек, скотовод по имени Чакве. Его взгляд был холоден, он уже все решил. «Слабые не выживают», — пробормотал он, затягивая толстую кожаную веревку на шее жеребца и привязывая ее к баобабу. Узел был тугим, без шанса на спасение. Он ушел, не оглянувшись. С наступлением ночи саванна ожила. В темноте загорелись янтарные глаза. Сначала пара, потом еще и еще. Львы. Они двигались бесшумно, окружая добычу. Чуя кровь и страх, стая сжимала круг. Воздух стал тяжелым от предчувствия смерти. Жеребец рванулся. Инстинкт заставил его бороться. Он пытался вырваться, рыл землю копытами, но ремень лишь глубже впивался в шею. Каждая попытка — боль. Каждое движение — отчаяние. Львы подходили ближе. Один из них, крупный самец, вышел вперед. Его уверенность была спокойной и страшной. Он знал, добыча никуда не денется. Но жеребец не сдавался. Даже на грани сил он сделал последний рывок. Когда-то он мчался по саванне, свободный как ветер. Его называли духом равнин. Но все изменилось. Сначала легкая хромота, затем боль. Чакве пытался лечить его, но быстро потерял терпение. «Нет пользы от сломанного зверя», — решил он, и оставил его умирать. Но в ту ночь произошло неожиданное. Сначала звук копыт, затем силуэт в темноте. Женщина, ее звали Калима. Ветеринар и дочь племени, она верила, что каждое существо заслуживает шанс. Увидев происходящее, она не остановилась. Она направила коня прямо к львам. «Назад!» — крикнула она. Хищники зарычали, но не отступили. Калима спрыгнула на землю и бросилась к жеребцу. Узел был слишком тугим. Львы приближались. Один из них пригнулся для прыжка. Тогда она выхватила нож. Не было времени на страх. Лезвие скользнуло по ремню, разрезая его с усилием. Еще мгновение, и он лопнул. Жеребец освободился. Он едва стоял, но был свободен. Калима встала между ним и львами, размахивая веткой. Лидер стаи сделал шаг вперед, но, встретив ее взгляд, остановился. В ней не было страха, и этого оказалось достаточно. Жеребец сделал шаг. Потом еще один. Калима вскочила на коня и потянула его за собой. Он последовал. Они умчались в ночь. Львы остались позади. Позже она привела жеребца в деревенскую клинику. Там за ним ухаживала старая ветеринар Нира. Лекарства лечили тело, но Калима лечила душу. Она говорила с ним, оставалась рядом, не уходила. День за днем он менялся. Сначала встал увереннее, затем начал ходить, а потом снова смотреть без страха. Однажды он подошел к ней сам, и она поняла, он вернулся. Не только телом, но и духом. В одно утро она вывела его в саванну. Он замер, вдохнул воздух и побежал. Свободный, сильный, живой. Калима смотрела ему вслед и знала, спасла не только его. Иногда все, что нужно, это один шанс. Один шанс, чтобы все изменить.